5 месяцев назад начался крупный геополитический конфликт между США и Ираном. Недавно вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупномасштабные боевые действия в Иране. Сегодня США и Израиль начали беспрецедентную совместную атаку на Иран. Взрывы сотрясли несколько городов по всему Ирану, включая его столицу Тегеран. Министр обороны Израиля заявил, что Израиль нанес упреждающий удар по Ирану. Его последствия почувствовал каждый из вас. Выросли цены на бензин, подорожала логистика, а следом продукты и другие товары. Помните, как множество экспертов в начале войны прогнозировали полный крах? Все реально могло быть гораздо хуже. Мир оказался на пороге масштабного экономического кризиса. Аналитики Oxford Economics предупреждали, если цена нефти достигнет $150 за баррель и продержится на этом уровне хотя бы 3-4 месяца, мировая экономика может войти в рецессию. И из-за войны с Ираном с мирового рынка за считанные недели исчезло от 12 до 15 миллионов баррелей нефти в сутки. Это до 15% всей нефти на планете. Добыча стран ОПЕК и их союзников рухнула с почти 43 миллионов баррелей в день примерно до 33 миллионов. Это крупнейший обрыв поставок за всю историю нефтяного рынка. Больше, чем нефтяное эмбарго 73-го, больше, чем революция в Иране, больше, чем обе войны в Персидском заливе. Когда начался конфликт, нефть отреагировала мгновенно. В начале года баррель стоил около $57. За несколько недель цена дошла почти до уровня 115. Аналитики крупнейших банков предупреждали, если так пойдет дальше, нефть будет стоить 150. В самых мрачных сценариях звучала цифра 200. Мир реально без преувеличений был на грани, и об этом говорил сам Трамп. Но я думал, что он упадет и что нефть может достичь $200-250. Но нефть стоит $100-102. И ты тоже так думал. Большинство людей так думали. В самый напряженный период конфликта цена нефти закреплялась в районе $110-114 за баррель и оставалась там почти месяц. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы мировая экономика почувствовала удар. Подорожало топливо и перевозки, усилилось инфляционное давление, а бизнес начал закладывать растущие расходы в стоимости товаров. Однозначно цены выросли на все. Все двигалось по негативному сценарию, но страшного так и не случилось. Цены на нефть пошли вниз. Катастрофы, которая могла перевернуть мировую экономику, не произошло. И почти никто не объяснил, благодаря чему мировая экономика смогла выдержать этот удар. Но все же вопросы остались. Как это произошло? По всем законам рынка нефть должна была продолжить рост. Страны ОПЕК не могли полностью восполнить образовавшийся дефицит. Производство замедлилось, а мировая экономика уже несла огромные потери. Катастрофического сценария удалось избежать. Почему? Разгадка этого вопроса – одна страна. Страна, которая покупает больше нефти, чем кто-либо в мире. Страна, которая сильнее остальных зависела от поставок через захваченный войной Ближний Восток. И именно она должна была первой не выдержать удар. Но произошло обратное. В самый опасный момент Китай совершил ход, который противоречил всей логике рынка. Вместо того, чтобы в панике скупать нефть, он сократил ее импорт почти на треть. Но как это вообще возможно? Как крупнейшая промышленная экономика мира, где тысячи заводов, транспорт и целые города зависят от бесперебойных поставок топлива, смогла отказаться от миллионов баррелей нефти и при этом не остановиться? Китай не просто выдержал кризис. Он вышел из него победителем и одновременно помог остановить дальнейший рост цен, который мог запустить новую глобальную рецессию. Тем самым он спас не только собственную экономику, он спас весь мир, мировое производство, торговлю и миллионы людей от последствий гораздо более тяжелого кризиса. Китай готовился к этому сценарию десятилетиями. И чтобы понять, как страна, почти полностью зависящая от чужой нефти, смогла превратить свою главную слабость в главное оружие, я вам расскажу о гениальном плане, который Пекин начал строить еще 20 лет назад. Представьте огромный промышленный город, разделенный широкой рекой. На одном берегу находятся заводы, склады и порты, от которых зависит жизнь всего города. На другом – дороги, магазины и миллионы людей. И соединяет эти два берега всего один мост. По нему днем и ночью ездят тысячи фур, и никто ни о чем не думает. Но перекрой его и все, объезда нет. Товар стоит, заводы встают, полки пустеют. От одного моста зависит целый город. Примерно так устроена и мировая торговля нефтью. У нее есть несколько важнейших морских путей, через которые ежедневно проходят тысячи танкеров. Один из главных таких маршрутов – Ормузский пролив. Это узкая полоса воды между Ираном и Аравийским полуостровом.
В самом узком месте около 33 километров, а судоходные коридоры, по которым реально идут танкеры, и вовсе шириной в пару километров в каждую сторону. Узкий пролив и медленные танкеры превращают их в легкие цели. Несколько боевых дронов достаточно, чтобы парализовать весь маршрут. И через это узкое горлышко ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти. Почти пятая часть всего мирового потребления. Нефть Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Эмиратов, самого Ирана, вся она проходит именно здесь. И основного обходного пути просто нет, а труб в обход не хватает даже и близко. И вот в 26 году Иран перекрыл эту важнейшую мировую артерию. Танкеры встали, страховщики отказались страховать рейсы, экспорт крупнейших производителей мира оказался заперт. Нефть росла, и это сразу отражалось на жизни обычных людей. Дорожал бензин на заправках, росла стоимость доставки всего, что привозят фурами, кораблями и самолетами. Следом дорожали продукты и товары, а мировая инфляция снова набирала силу, потому что чем дороже нефть, тем выше цены. Вот почему конфликт вокруг Ормузского пролива был так важен для всего мира. Но есть страна, которой нефть нужна больше, чем кому-либо на планете. Это Китай, крупнейший импортер нефти в мире. China, 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 China. Китайские нефтеперерабатывающие заводы прогоняют через себя порядка 16 миллионов баррелей в сутки, а собственно добыча в стране чуть больше 4 миллионов баррелей в день. И давайте посчитаем. Из своей земли Китай добывает примерно четверть того, что потребляет. Остальное, около 70%, он покупает за границей. В среднем это 12,5 миллионов баррелей в день, которые надо где-то взять и как-то привезти. Но опаснее всего не сам объем, а маршрут. Примерно половина этой импортируемой нефти идет с Ближнего Востока, то есть через тот самый единственный мост, через Ормузский пролив. И это еще не конец пути. Дальше танкеры должны пройти второе узкое место – Малакский пролив, между Малайзией, Сингапуром и Индонезией. В самой узкой части около 2,5 километров. Через него идет огромная часть всего китайского импорта. Еще в 2003 году китайское руководство дало этой проблеме имя – Малакская дилемма. Смысл простой и пугающий. Чтобы задушить Китай, враждебной морской державе не нужно бомбить его города, достаточно закрыть Малакский пролив. Сложите все это вместе. Экономике нужно 16 миллионов баррелей в день, своих 4, половина остального едет через узкое горлышко, которое только что перекрыла война. На бумаге это конец. По большему счету Китаю не хватает 12 миллионов баррелей в день. Если бы поставки остановились надолго, нефтеперерабатывающие заводы начали бы снижать производство, стране грозил бы дефицит топлива, а вся экономика оказалась бы под огромным давлением. Все ждали, что Китай пойдет ко дну первым, а случилось ровно наоборот. Смотрите, что делает Китай в разгар кризиса. Все страны разом кинулись искать нефть. Хватали любые баррели, где только могли найти. А когда все покупают одновременно, цена летит вверх еще быстрее. И только один покупатель повел себя иначе, самый крупный в мире, тот, кому нефть была нужнее всех. Китай перестал покупать. Вот цифры. В мае 2026 года импорт нефти в Китае упал ниже 8 миллионов баррелей в день, минимум за 8 лет. А теперь вспомните, что мы только что посчитали. В обычное время Китай возит 12 миллионов баррелей в день. И именно столько нужно, чтобы закрыть дыру между тем, что он добывает, и тем, что потребляет. И вдруг он возит меньше 8. Получается минус почти 4 миллиона баррелей. Каждый день. Падение почти на треть. Для оценки масштаба. 4 миллиона баррелей это больше, чем добывает за сутки весь Иран. Но как Китаю удалось это сделать? Как крупнейшая промышленная экономика мира смогла почти мгновенно сократить закупки нефти на треть? И при этом не остановить заводы, не столкнуться с дефицитом топлива и не обрушить собственную экономику. И вот здесь начинается самое интересное. У Китая было 3 козыря. И давайте посмотрим на первый с высоты птичьего полета. Если посмотреть на некоторые районы Китая на спутниковых снимках, можно увидеть странную картину. Сотни одинаковых круглых резервуаров. Гигантские белые цистерны тянутся рядами до самого горизонта. Это так называемые стратегические запасы нефти Китая. Огромная государственная кладовка, где страна хранит нефть на случай войны, блокады или резкого сокращения поставок. Логика простая. Китай знал, что его нефть идет через чужой мост, который в любой момент могут перекрыть. И с 2006 года строил хранилище за хранилищем. По оценке Управления энергетической информации США, к концу 2025 года, буквально накануне войны, в китайских хранилищах лежало около 1,4 миллиарда баррелей нефти. Для сравнения,
Стратегический резерв США чуть больше 400 миллионов баррелей. Все 30 с лишним стран Международного энергетического агентства вместе порядка 1,2 миллиарда. Один Китай держит больше, чем весь развитый мир вместе взятый. И в 3,5 раза больше Америки. Что это значит на практике? Если бы весь импорт прекратился полностью, этого запаса хватило бы Китаю на 3-4 месяца обычного потребления. А если урезать расходы, растянуть, перевести часть промышленности на другое топливо, то и заметно дольше. Теперь самое интересное, как Китай его набрал. Весь 25 год Китай докупал в среднем на 1,1 миллиона баррелей в день больше, чем реально сжигал и перерабатывал. Просто брал больше и заливал в баки. И делал это в идеальный момент. В 25 году нефти в мире было с избытком. Средняя цена Brent держалась около $68 за баррель, минимум за 5 лет. Китай набивал свою кладовку по дешевке. Но откуда вообще известно, сколько нефти хранит Китай, если Пекин не публикует эти данные? США каждую неделю отчитываются о состоянии своих резервов. Китай же не раскрывает ни точных объемов запасов, ни темпов их пополнения. И это часть стратегии. Пока никто не знает, сколько нефти осталось в китайских хранилищах, невозможно точно рассчитать, когда страна столкнется с дефицитом и будет вынуждена вернуться на рынок, а значит намного сложнее ударить по ее главному слабому месту – зависимости от импортной нефти. Откуда же тогда оценки? Их считают со спутников. У нефтяных резервуаров крышка плавающая. Она опускается вместе с уровнем нефти внутри. То есть по тени и высоте крышки на снимке видно, насколько бак полный. Это как определять, сколько воды в бочке, не открывая ее, просто по вмятине сверху. Аналитические компании фотографируют тысячи таких баков, складывают с данными о танкерах, импорте и загрузке заводов, и получают такую оценку. И вот что показывают снимки. К началу войны хранилища были заполнены лишь примерно наполовину, то есть у Китая был не только огромный запас, оставалось еще и много свободного места. Но чтобы годами набивать такую кладовку, нефть надо где-то брать. Дешево и много. И вопрос, кто же ему столько продавал? Ирония в том, что дешевую нефть Китаю невольно подарил его главный противник – Запад. Смотрите. Санкции против нефти России и Ирана должны были лишить эти страны денег. Но нефть, от которой отвернулась половина мира, некому продавать, а значит приходится давать с большой скидкой, лишь бы взяли. Недолго думая, взял Китай. С Ираном схема такая. Официально китайская таможня много лет показывает по иранской нефти круглый ноль из-за американских санкций. А по факту, по данным компаний, отслеживающих танкеры, Китай скупает от 80 до 90% всего, что Иран вообще вывозит. В 2025 году это около 1,4 миллиона баррелей в день, примерно 13% всего китайского импорта нефти. Как же это устроено? Нефть возят теневым флотом, старыми танкерами без нормальной страховки и часто с выключенными радарами. В открытом море переливают судно на судно и меняют документы. Была иранская, стала как бы малайзийская. Покупают ее маленькие частные заводы в провинции Шаньдун. Их прозвали чайниками. Оплата за них чаще всего не долларами, а юанями, чтобы вообще не касаться американской финансовой системы. С Россией то же самое, только крупнее. После разрыва с Европой, Китай стал для российской нефти главным покупателем. И значительная часть этих поставок идет по трубопроводам, по суше, то есть в обход всех проливов. Получается целый параллельный нефтяной рынок. Рынок нефти, от которого отказался Запад, и на нем Китай почти единственный крупный покупатель. А единственный покупатель диктует цену. Ирония в том, что пытаясь наказать Россию и Иран, Запад своими руками сделал их нефть дешевой и отправил ее прямо в китайскую кладовку. Запад хотел ослабить своего злейшего врага, но в итоге собственными руками сделал своего противника еще сильнее. И самое показательное, даже в разгар войны иранская нефть не перестала идти в Китай. Пока пролив был закрыт для саудовских танкеров, теневой поток двигался как ни в чем не бывало. Но любые запасы всегда когда-нибудь заканчиваются, поэтому Китай есть третий, самый важный, долгоиграющий козырь. Ведь лучший способ не зависеть от нефти – перестать в ней нуждаться. И здесь Китай ведет самую умную игру. Примерно половина новых машин, которые сегодня продаются в Китае, это электромобили или гибриды. Автобусы, такси, промышленная техника, все чаще грузовики – все пересаживаются на электрички. Что это значит в баррелях? По оценкам аналитиков, китайский электротранспорт уже вытеснил больше 1 миллиона баррелей нефтяного спроса в сутки. Это примерно суточная добыча целой нефтяной страны, вроде Омана. И цифра растет примерно на 600 тысяч баррелей в день каждый год. Результат есть в статистике. Еще 10 лет назад потребление нефти в Китае росло по 6% в год.
В 2025 году прирост составил около 100 тысяч баррелей в сутки, почти ноль по китайским меркам. Спрос на бензин и дизель прошел пик и пошел вниз. Но электромобиль без электричества – просто железо. Значит, нужна энергия. И здесь масштабы колоссальные. Атомная энергетика. В Китае уже работают 60 реакторов, еще 36 строятся. Это почти половина всех новых реакторов в мире. К 2030 году их общая мощность должна достичь 110 гигаватт. Солнечная и ветровая энергетика. Китай строил электростанции общей мощностью более 500 гигаватт, быстрее любой другой страны мира. А теперь главное. Ни уголь, ни атомная энергия, ни солнце, ни ветер напрямую не зависят от Ормузского пролива. Все это Китай может производить внутри страны. И с каждым годом он все меньше зависит от мировой энергетической системы, которую США выстраивали десятилетиями, контролировали морские маршруты и укрепляли отношения с крупнейшими экспортерами нефти. Китай постепенно выходит из этой зоны влияния. Мы привыкли думать, что Китай штампует электрички ради экологии и экспорта. Но это не просто бизнес, это защита. Каждый электромобиль – еще один шаг к миру, где Китай меньше зависит от чужой нефти. А значит, на него сложнее давить, сложнее шантажировать и сложнее остановить. Чем меньше нефти нужно Китаю, тем сильнее, независимее и опаснее он становится для своих противников. Но для нас с вами здесь важно другое. Все, о чем мы сейчас говорим, это недалекая история. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Поставки остаются под угрозой, нефть дорожает, и все это уже влияет на ваши деньги. Роснефть разгоняет стоимость топлива и перевозок. Следом растут цены, ускоряется инфляция, меняются решения центробанков, а под давлением оказываются акции, особенно перегретый техносектор США. Это уже замечают крупнейшие мировые фонды и постепенно начинают делать ставку на его падение. Именно такие события я каждый день разбираю в своем телеграм-канале. Я веду его уже больше 5 лет. За это время вокруг канала сформировалось большое сообщество думающих людей, которые хотят не просто читать заголовки, а понимать, что на самом деле происходит в мире, как устроена экономика, деньги и капитал. Мы разбираем ключевые новости, следим за движением капитала, обсуждаем возможные сценарии и ищем торговые идеи на мировых рынках. Без лишней информации и пустых прогнозов, только те события, которые реально могут повлиять на рынок и ваши деньги. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Получайте важную информацию раньше большинства, понимайте, куда движутся рынки и используйте это преимущество в свою пользу. Теперь подведем итог. Как Китай спас от коллапса не только свою, но и мировую экономику. Первое. Он начал брать нефть из своих запасов. По оценкам от 600 до 700 тысяч баррелей в сутки. Второе. Китай притормозил работу нефтеперерабатывающих заводов. Первыми снизили производство так называемые чайники, небольшие частные НПЗ, которые перерабатывают нефть в бензин, дизель и другое топливо. Третье. Китай сократил экспорт бензина и дизеля, оставив топливо для своих нужд. Итог: в мае Китай сократил импорт нефти до 8 миллионов баррелей в сутки. Это минимум за 8 лет и почти на 4 миллиона баррелей меньше обычного уровня. Каждый баррель, который крупнейший покупатель планеты решил не покупать, остался на рынке для остальных. 4 миллиона баррелей в день, которые в обычное время ушли бы в китайские порты, достались Европе, Индии и всем, кто искал замену пропавшей ближневосточной нефти. Смотрите, какая математика. Война убрала с рынка 12-15 миллионов баррелей со стороны продавцов, а Китай убрал почти 4 миллиона со стороны спроса. Он погасил примерно треть дефицита, не добыв ни единой капли нефти. И здесь самое главное. Мы привыкли думать, что власть над нефтью принадлежит продавцу, тому, у кого есть месторождение и кто в любой момент может перекрыть кран. Но Китай показал, во время кризиса огромной силой обладает и покупатель. Сократив спрос на миллионы баррелей, Пекин сбил давление на нефтяной рынок и помог не допустить еще более резкого роста цен. Без этого нефть могла бы пробить уровень $200 за баррель, а мировой энергетический кризис перерасти в экономический коллапс. Именно потому, что Китай готовился к такому сценарию годами, весь мир прошел через этот кризис относительно мягко. Вся гениальность этой ситуации в том, что люди нашли обходные пути. Но здесь возникает главный вопрос. Зачем Китаю спасать мировую экономику? Да потому что Китай сам является ее важной частью. Мы все видео говорили, что Китай зависит от нефти, но есть то, от чего он зависит еще больше. От всей мировой экономики целиком. Китай – это фабрика планеты, гигантский магазин, который продает товары всему миру, и вся его мощь держится на одном. У остального мира должны быть деньги, чтобы все это покупать. Теперь прокрутите катастрофу, которую он остановил.
Нефть по 200, цены и инфляция взлетают везде, начинается экономический спад, люди и компании по всему миру затягивают пояса и покупают меньше, в том числе китайских товаров. Заводы в Китае сбавляют обороты, люди теряют работу. Понимаете? Кризис в другой части мира все равно ударил бы по экономике Китая. Вот почему Китай подставил рынку плечо. Это была не благотворительность, это была защита собственного главного клиента, самой мировой экономики. Ни один магазин не хочет, чтобы у его покупателей заканчивались деньги, и в моменте был худший из возможных вариантов. Китайская экономика без того была под давлением торговых войн и слабого внутреннего спроса. Глобального обвала сверху она бы не выдержала, поэтому и не допустила. Если честно, то рост цен на нефть сдерживали сразу три фактора. Первый. Китай, который резко сократил закупки и убрал с рынка миллионы баррелей спроса. Второй. Рекордный скоординированный выброс нефти из резервов развитых стран. И третий. Добыча за пределами Ближнего Востока. Одни только США добавили около 13,5 миллионов баррелей в сутки, почти рекордный уровень. Так что Китай был не единственной силой, которая удерживала рынок от падения. Но без него этих мер просто бы не хватило. Вот только у китайского чуда есть и слабые места. Первое – это запасы нефти не бесконечны. Если каждый день забирать из хранилищ по 600-700 тысяч баррелей, резерва в 1,4 миллиарда хватит надолго, но рано или поздно баки опустеют и их придется наполнять снова. И здесь срабатывает обратный эффект. Китай вернется на рынок, как крупный покупатель, спрос резко вырастет и снова потянет цены вверх. И самое главное, война в Иране продолжается. То есть то, что сегодня охлаждает нефть, завтра может ее разогреть еще сильнее. И второе, сила покупателя зависит от того, насколько много он покупает. Но спрос Китая на нефть постепенно выходит на плато. В 2025 году он вырос всего на 100 тысяч баррелей в сутки, хотя раньше прибавлял примерно по 6% в год. И здесь возникает парадокс. Чем меньше нефти требуется Китаю, тем слабее рынок будет реагировать на отказ Пекина от закупок. Итог простой. Китай взял свою главную слабость, зависимость от чужой нефти, и превратил ее в управляемый риск. Пекин больше не надеется, что мировой рынок останется стабильным, морские маршруты открытыми, а поставщики надежными. Он создает систему, в которой сможет сам решать, сколько нефти покупать, у кого ее брать и как долго продержаться без новых поставок. Но к чему Китай готовится настолько серьезно? Он больше не доверяет мировой финансовой и энергетической системе? Готовится к глобальному кризису, большой войне или борьбе за последние ресурсы? Какую же стратегию выбрал Китай на ближайшее десятилетие? Нефть была одним из слабых мест Китая, но Пекин сумел перестроить систему и взять эту зависимость под контроль. И если посмотреть шире, становится понятно, у Китая есть несколько уязвимостей, через которые на него можно давить. И с каждой из них Пекин методично разбирается, чтобы меньше зависеть от внешнего мира, сохранить свободу действий и остаться одной из ведущих мировых держав. Первое слабое место – это чипы. Без микросхем не работает ничего, ни машины, ни заводы, ни армия. И почти все передовые чипы производятся вне Китая, а доступ к оборудованию для их выпуска контролирует Запад. В 2024 году Китай сам обеспечивал лишь около 33% своей потребности в чипах. Поэтому Китай создал уже третий государственный фонд поддержки производства чипов на $47,5 миллиардов. Цель к 2030 году – самостоятельно выпускать 80% необходимых стране микросхем. И результат уже заметен. Доля китайского оборудования на местных заводах выросла с 25% в 2024 году до 35% к концу прошлого года, то есть быстрее запланированного. А крупнейший китайский производитель СМИК уже научился выпускать современные чипы без новейшего западного оборудования. Второе слабое место – навигация. Вся мировая логистика, авиация и высокоточное оружие завязаны на GPS. Американскую систему, которую американцы могут в любой момент отключить над любым регионом. Китай построил свою – система Бэйдоу, порядка 30 спутников, полноценный глобальный конкурент GPS. Третье – космос и связь. В 2025 году Китай выполнил около 92 орбитальных запусков, второе место в мире после США. У него больше 900 действующих спутников и собственная орбитальная станция. А сейчас он разворачивает две гигантские группировки спутникового интернета – Гован и Цяньфань. В планах больше 28 тысяч аппаратов и больше 350 уже на орбите. Это своя независимая сеть, которую нельзя отключить снаружи. И буквально недавно Китай сделал еще один огромный шаг вперед.
государственная корпорация CASC успешно запустила ракету Long March 10B, а затем вернула ее первую ступень обратно на Землю. Ступень не упала в океан, она совершила управляемый спуск и была поймана специальной системой тросов на морской платформе. Так Китай впервые повторил один из самых главных достижений SpaceX – возвращение ступени после орбитального запуска. Четвертое – доллар. Любой платеж в долларах проходит через американскую финансовую систему, а значит его можно заблокировать. Именно так работают санкции. Китай строит обход, собственную платежную систему CIPS, альтернативу SWIFT. В марте 26 года, ровно во время иранского кризиса, CIPS поставила рекорд – 1,2 триллиона юаней, около 178 миллиардов долларов за один день. Средний оборот подскочил почти на 50% за месяц, а причина, по оценкам аналитиков, резкий спрос на юань для расчетов за нефть. Сегодня около 30% внешней торговли Китая идет в юанях, против 10% в 2017 году, а с Россией больше 90% расчетов уже в национальных валютах. И пятое – это золото. Центробанк Китая 20 месяцев подряд без единого пропуска скупает золото. К концу июня этого года его запас достиг 2346 тонн, и он продолжает расти. Это самая длинная серия закупок с 2015 года. Золото покупают, когда не доверяют чужим бумажным обязательствам. Это страховка на случай, если долларовые активы однажды окажутся замороженными, как это уже было с Россией. Теперь сложите все это вместе. Нефть, чипы, навигация, связь, платежи и золото. Все взаимосвязано. Каждый раз Китай берет точку, где кто-то другой может перекрыть ему кислород, идет в обход. Но Китай еще есть над чем работать. Ни один из этих обходных путей пока не построен до конца. Доллар по-прежнему занимает 57% мировых резервов, юань порядка 2%. В глобальных трансграничных расчетах на юань приходится единицы процентов. Золото меньше 10-й части китайских резервов. По самым передовым чипам разрыв с Западом остается огромным, а прошлую программу суверенитета по чипам Китай уже провалил. Они только начинают строить. Но именно вся эта история с нефтью так важна. Она показала, что это все может работать. Давайте сделаем шаг назад и посмотрим на все, что мы сегодня разобрали. Весной того года мир, сам того не планируя, провел над Китаем настоящий эксперимент. Главная нефтяная артерия планеты, та самая, через которую проходила почти половина китайского нефтяного импорта, оказалась перекрыта. Удар пришелся точно в то место, которое считалось главной слабостью китайской экономики. По всем законам Китай должен был сломаться первым, но не сломался. Китай выдержал этот удар благодаря стратегическим запасам в 1,4 миллиарда баррелей, а также теневым поставкам и примерно 500 000 баррелей ежедневного спроса, который он заранее заменил за счет развития зеленой энергетики. И выдержал так, что попутно погасил около трети мирового дефицита нефти и сдержал рост цен для всех остальных. И это была проверка системы в боевых условиях. И система сработала. Но к чему готовится Китай? Зачем 20 лет подряд накапливать нефть и создавать запасы, которых может хватить почти на год полной блокады? Зачем строить почти половину всех новых атомных реакторов в мире? Зачем запускать специальные спутники? Зачем создавать платежную систему, способную работать в обход доллара? И зачем 20 месяцев подряд скупать золото? Все это выглядит не как набор отдельных решений. Это часть одного большого плана. Возьмите любой из этих шагов по отдельности и найдете разумное экономическое объяснение. Энергобезопасность, промышленная политика, диверсификация резервов. Но самое интересное, ни один из этих проектов не окупается за 5 лет, ни один не окупается за 10. Спутники, реакторы, чипы, платежная система – это расходы сегодня ради результата, который появится через поколение. Ни одна демократия так не планирует. Там горизонт до следующих выборов – 4-5 лет. Китай выстраивает свою игру на десятилетия вперед, и в этом вся суть. Потому что тот, кто 20 лет запасает воду и роет колодец, либо очень осторожен, либо что-то знает о будущей засухе, чего пока не знаете вы. Может быть, Китай готовится к настоящему масштабному мировому кризису, и все, что мы разобрали, это подготовка фронта, экономика, которую невозможно задушить блокадой, санкциями и отключением от чужих систем. А может быть, никакой войны в этих планах нет. Может быть, задача другая. Спокойно, без единого выстрела, вытеснить США с позиции единственной сверхдержавы. Не победить, а просто перестать зависеть. И в какой-то момент обнаружить, что рычагов давления на тебя больше не осталось, а без твоих товаров уже не обходится весь современный мир. А может быть все проще.
Возможно, это просто очень дорогая страховка. Страна один раз посмотрела, как за считанные недели отрезает от долларовой системы Россию и сделала выводы на всю оставшуюся жизнь. Мы не знаем, но точно знаем наверняка. Мы знаем, что страна, которая держит на своей территории производство большей части мировых товаров, сознательно перестраивает под себя все, на чем этот мир держится. Энергию, транспорт, микросхемы, навигацию, связь, деньги. И делает это одновременно по всем направлениям сразу. Мы знаем, что это не реакция на кризис. Хранилища начали строить в 2006 году. Электромобили задолго до того, как они стали модными. Золото скупают месяц за месяцем, независимо от того, растет цена или падает. И мы знаем, что впервые за очень долгое время правила мировой игры пишет не только Вашингтон. Вот что на самом деле показал нефтяной кризис этого года. Он показал не то, что Китай сильный. Он показал, что старые правила начали давать сбой. Правило, что нефтью управляет тот, у кого она есть, больше не работает целиком. Правило, что санкции отрезают страну от мировой торговли, работает уже не так, как задумано. Впервые за полвека доллар перестал быть единственной безусловной валютой мировой торговли. Мир меняется, а вместе с ним меняется и баланс сил. США по-прежнему остаются главным мировым гегемоном, но Китай больше не хочет жить по правилам, созданным Вашингтоном. Вместе со своими союзниками Пекин постепенно строит новый многополярный мир, в котором власть и влияние больше не принадлежат одной стране. И похоже, мы с вами живем на стыке двух эпох. Порядок, к которому все привыкли за последние 80 лет, начал перестраиваться, и уже, судя по всему, необратимо. Меняется не одна отрасль и не один рынок. Меняется энергетика, технологии, финансы и политика. И все это одновременно. Китай готовится к миру, которого еще нет. К миру, где старые правила не работают, привычные рычаги давления не действуют, а надежным считается только то, что ты можешь произвести, довести и оплатить сам. Возможно, этот новый мир наступит только через 20 лет. А возможно, он уже наступил. Просто мы все еще живем по старым правилам и пока не осознали, что эпоха меняется, а старый мир уходит.